Я очень благодарна себе за ту смелость, за то, что я пошла на этот шаг. Море информации, нужной информации. Я получила ответы на все свои вопросы. Я поняла, вот этот человек, который говорит так, как я думаю, как я вот чувствую, как мне хочется. Для меня это было в прямом смысле этого слова просветление. Я понимаю, что у меня получилось. Вот у меня получилось сказать все то, что я хотел. В своем каком-то пути жизненном я обнаружил, что вот на каждом витке какой-то работы над собой, проработки, ты постоянно приходишь к одним и тем же очень простым вещам, которые просто начинают на каждом уровне раскрываться по-новому. То есть вначале это какие-то бутончики, а потом это уже полноценные розочки. И понятное дело, что мы всегда слышали о жизненности, о сострадании, о сердечности, о центрированности, об осознанности. Но для того, чтобы в полной мере раскрыть эти понятия, нужно было, лично мне, пройти очень много спиральных витков. И я понимаю, что это только начало, да? И там еще впереди очень далеко, как их можно раскрывать и совершенствовать. Но на данном этапе захотелось поделиться, потому что, в принципе, я в своей жизни постоянно иду куда-то дальше. И я заметил, что то, что я не выражаю, оно потом просто... Я к этому уже не могу вернуться, а хочется что-то отдать, хочется сделать какой-то продукт, который будет для людей, которые вибрируют со мной, сейчас полезен. Поэтому появилась идея этого курса. Изначально мы хотели его больше делать совсем как для новичков, да, потом мы увидели, что аудитория очень достаточно продвинутая, резонирующая, и понял, что буду говорить просто о том, что есть внутри меня. И я очень рад, что этот курс, в отличие от других курсов, которые я тоже безумно люблю, он делался вообще без какой-то жесткой внутренней концепции, потому что я в нем смог быть абсолютно свободен в том, кто я есть, и в том, что меня действительно волнует. И поэтому вся повестка дня – это именно то, что меня волнует, и то, к чему я пришел, и то, как я это вижу, тоже через сердце. То есть такой курс, скажем так, который не только по содержанию, но и по форме своей тоже использует принципы этого содержания. То есть он сделан через центрированность, через сердечность, через жизненность. И, соответственно, эти 3 блока там внутри него и лежат. На блоке центрированность я постарался передать все, и там достаточно много и системной информации о том, какие дары есть внутри нас, и как эту связь с собой найти, и начать черпать из внутреннего источника. А на блоке сердечность – это мой самый, наверное, любимый блок, потому что он о радости, он о потенциале нас чувствовать радость, потому что сердце изначально создано для того, чтобы чувствовать радость, чувствовать это течение внешней и внутренней жизни через нас. И мне так было приятно над этим работать, он такой самый получился несистемный, самый потоковый, и в нем разные какие-то грани есть, и юмор, и слезы, и все на свете. Такой, какая жизнь должна быть, мне кажется. И жизненность, как такая вишенка на торте, она про главный принцип, про главный и очень практичный принцип того, что нам со всем этим делать, с нашими внутренними дарами, с нашей открытостью к жизни. И не только самый практичный способ, что нам делать, но и самая большая диагностика справедливости и правильности всего. Все, что ведет вас к жизненности, оно на самом деле добро, потому что жизненность стремится к жизненности, жизненность стремится создавать жизненность. Все, что отводит вас от жизненности, к сожалению, не является полезным для нас. Да? Оно просто погружает нас в какой-то вакуум, отделенность. И я рад, что в этом курсе мы еще сделали такие 2 дополнительных бонуса. Мы сделали медитацию такую общую, которая, мне кажется, как такое большое энергетическое ядро будет полезно всем тем, кто нас будет смотреть в записи, потому что они смогут приобщиться к этой энергии, которую они же уже и создали, хотя они еще даже не смотрели. И это квантовая логика. И второе, вот это 19-е занятие, которое мы не планировали, оно о личной силе человека, я его очень люблю, это вообще, наверное, лучшее, что я могу сейчас отдать. И мы сейчас снимаем этот фильм о фильме сразу по завершению этого занятия, и я понимаю, что у меня получилось. Вот у меня получилось сказать все то, что я хотел. Может быть, не совсем идеально, но нет идеальности, да, но очень полно передал то, во что я верю сейчас. Так что у нас почти 20 уроков, 19 и бонусная медитация. И мне очень радостно, что вы стали первыми, кто это услышали. Меня радует то, что мы можем это в хорошем формате, в очень красивой видео съемки передать это в мир с хорошим звуком, с хорошими медитациями, с музыкой потрясающего Роберта Коксона, который, надеюсь, скоро станет другом и участником наших семинаров в Литве в том числе.
Так что спасибо вам огромное. Я счастлив, что вы приехали, прилетели или участвовали в онлайне вместе с нами. Спасибо вам, я хочу похлопать вам. Спасибо. Если есть чем поделиться, буквально пару слов о внутреннем процессе, о том, чем это может быть полезно. Прошу. Большое спасибо, Саша, за твое намерение, за твое желание делиться этим прекрасным, что есть в тебе, со всеми окружающими, с этим миром. Я очень благодарна себе за ту смелость, за то, что я пошла на этот шаг, за то, что я приехала, прилетела сюда к вам. И хочу выразить большую благодарность каждому, кто есть здесь, каждому, кто с нами онлайн, кто в записи, за это чудесное пространство, которое мы создали, за эту любовь, которая ощущается. Просто она сейчас такой огромный шар вот здесь, вот, и хочется в нем купаться и заряжаться. И, конечно, у каждого из нас сейчас звучат грустные нотки, нотки завершения, расставания скорого. Но в то же время хочется сказать, что это для нас и начало нового пути. И хочется пожелать всем, чтобы вы отпустили все свои страхи, и чтобы вы смело пошли по этой дорожке, наполненной радостью, любовью, воодушевлением, чтобы вы творили и создавали свою прекрасную реальность. Спасибо огромное. Спасибо. Я хочу сказать большое тебе спасибо, Саша. Я получила ответы на все свои вопросы, даже на те вопросы, которые я еще не могла сформулировать. Я получила гораздо больше, чем я ожидала. Спасибо. И я чувствую, что я могу доверять миру. И я доверяю миру. И я чувствую, что все, что было закрыто, подавлено, все, что было страшно, сейчас уже не имеет значения. Потому что сейчас как вот цветок распустился. И я очень этому рада. Я очень вам всем благодарна, каждому из вас, за то, что вы были здесь со мной, за каждое ваше слово, за каждое ваше объятие, за каждый ужин, обед, который мы вместе. Да. И мне очень хорошо сейчас. И у меня такое предвкушение, и мне очень интересно, что же будет дальше. И не важно, что будет дальше. Дальше будет прекрасно, дальше будет жизнь. Спасибо. Спасибо. Ну, у меня чувства завершения нет. У меня есть продолжение. Саша, спасибо огромное за то, что ты делаешь и то, как ты это делаешь. Это очень красиво. И однажды в медитации, когда я искала салфетку, чтобы мне вытереть слезы, да, мне как-то вот так вот нечаянно приоткрылись глаза, я увидела тебя вот в этом потоке, который дает медитацию не заученную, не списанную, не с какой-то вот, да, и у меня был такой выбор, да, вот дальше любоваться или вот все-таки идти в свой процесс. Конечно, я выбрала свой процесс. Ну, вот то, что у нас здесь, ну, а как, да, надо выбирать себя, но то, что у нас тут живой процесс, настоящий, который в себя включает все потоки, все чувства, да, это правда. Это пробуждает у каждого, я думаю, что каждый будет согласен, да, вот очень живые чувства разные, пусть они будут. Да, и вот такое пожелание мое, да, дайте чувствам быть, потому что под чувствами, да, вот этот поток, что такое поток? Жизненность, да, чувства. А под чувствами, под каждым чувством есть потребность, человеческая потребность, физическая буквально потребность, которую, если мы не будем удовлетворять, мы не выживем. Вот о чем чувства-то на самом деле. И какие бы там они ни были, да, они про какие-то глубинные наши потребности. И я, наконец, возродила потребность свою тоже вести семинары. Так я долго этого не делала, поэтому, может быть, я так много говорю, но вот она есть, и мне хочется, и пропал какой-то блок. Страха не было, был блок, да, напиталась. Я сегодня с Сашей делилась, как вот у нас 3 позиции в транзактном анализе. Автономность, интимность и спонтанность. Пожалуйста, все складывается. Вот мы завтра все... Рассказывать дальше не буду никому, да. Надеюсь, что сделаем какой-нибудь мы совместный проект. Я
прям сейчас заявляю открыто, писать не буду, уже сразу скажу напрямую. Благодарна всем нашим участникам. Столько мы провели вместе времени в завтраках, в обедах, в ужинах. У нас тут были похороны, свадьбы через наши, да, машины падали. Ну, жизнь идет. Это вот так все, это радостно. Такие все близкие. Спасибо онлайн-участникам. Те, кто присоединится в будущем, да, их энергия действительно чувствуется удивительным образом на самом деле. Их еще нет, а они уже здесь есть. И я также желаю им пройти вот этот путь, и не то что пройти, а идти по нему дальше. Да? Карта всегда текущая. Все смотрим, слушаем, читаем крайоны, это так. Всем вот карта текущая, и пусть она так и течет. Спасибо большое. Спасибо. Очень тебя поддерживаю в твоем начинании. Я благодарю за вот эту сопричастность с этим пространством. Я благодарю себя за то, что что-то внутри меня позвало, и мой путь сердца начался вот прям раньше, и я здесь радовалась, когда я слышала определение тому, что я уже начала. Я к тебе подходила и говорила, что это так замечательно, когда ты говоришь то, о чем я догадывалась, и я вдруг осознала, что есть какое-то единое информационное поле. Благодарю тебя вообще за исцеление, прям, наверное, ран, за цельность, за свой пример, потому что для меня очень важно, когда мастер доступный, то есть он не превозносит себя, что нужно ползти к нему на коленках и ожидать некого благословения на то, чтобы ты жила жизнь правильно, а вот ты создаешь то, что звала моя душа, то есть вот мир — это игра, и я вас в эту игру приглашаю, играйте свою игру, и это возможно. И сегодня у меня прям из последних, вот того, что ты говорил, у меня шел некий свой образ про позволение себе совершать ошибки, потому что всегда у меня было некое разочарование опять не так, да, ты делишься с, может быть, даже с подругой, а тебе говорят, блин, ну это глупо. И опять вот это вот определение. И у меня вдруг увиделся образ, когда ты начал там про детей говорить, да, что вот они же тоже не сразу. И я такая думаю, ну вот если бы я сейчас начала лепить горшочки, конечно же, первый у меня был бы кривой. И если я бы продолжала дальше, то и второй бы был бы. Но я дальше бы исправляла. И поэтому вот эти маленькие выборы, я поняла, что я снимаю с себя вот это требование, чтобы все получилось правильно, что, ну, это такая иллюзия, которая меня ограничивала. То есть я буду идти, как я чувствую, а там уже будет видно. И да, у меня изначально было так, все, у меня, значит, все, сейчас я пойду вперед. И я увидела, как вот проживая совместно со всеми, как я продолжаю оставаться в своих паттернах, но теперь я их наблюдаю. И я даю себе сознательное время, я понимаю, что я все-таки выйду вот на вот эту счастливую игру. Вот. И еще раз благодарю каждого, потому что у меня вот ощущение, что у меня такой целый веер в руках, когда каждый начинал говорить о своей жизни. Я видела, как у нас у всех происходят изменения, невозможно их не заметить. У меня ощущение, что я прожила несколько опытов одновременно, и мне всегда интересна вот история, да. Поэтому благодарю за вот это наполнение. Спасибо всем. Спасибо. Самое главное, хотел сказать спасибо нашему просветленному индиго-гуру за то, что он взорвал интернет своими откровениями. Вот, это... Нет, на самом деле это и смешно, и правда. Ну, то есть, действительно, это лето вот для многих участников, с кем я говорил, действительно стало тем самым, когда просветленный индиго действительно взорвал их мир. Ну, какое-то видео всем пришло, как мы уже изначально говорили, волшебное. И волшебным образом вот люди все оказались. И я считаю, что это самые лучшие люди, с кем я мог бы провести это время, эти 20 отчаянных путешественников в поисках взрыва мозгов, да, в хорошем смысле. Это действительно был для меня такой тихий взрыв мозгов в вакууме, получается, потому что, ну, без шуток, то есть моя жизнь, я думаю, после этого курса, она не будет
точно. Но она уже все, то есть уже все на 179 градусов в обратную сторону пошло. И это только начало, и я в предвкушении того, что будет дальше. Нет ожиданий, что будет все супер, что будет только хорошее. Конечно, будет и что-то такое печальное, негативное иногда, но я буду понимать, что это все жизненный процесс, и мне нужно давать всему этому раскрыться в себе. То есть я не буду больше переживать. И, конечно же, максимум ответственности мы даем себе, в первую очередь, свою силу. То есть, по сути, мы здесь возвращаем свою божественную силу в себе. Вот. И я надеюсь, что мы со многими людьми, или как минимум с Сашей, но он еще на Бали будет, продолжим общение. То есть мне бы очень было интересно и хотелось бы также как-то в этом потоке развиваться, создавать свой поток тоже, да, то есть и есть потребность людям помогать тоже, да, то есть, она будет, скорее всего, реализована после исцеления себя, после первого шага, который мы разбирали, то есть сейчас основная цель это именно это, и наконец-то я получил качественный, грамотный инструмент самоисцеления, это и наши 19 занятий как раз об этом и говорили. Спасибо. Благодарю. Встреча с Сашей на просторах интернета для меня была естественно, укомплектована, и мне было все понятно, он был мне близкий, родной человек. Поэтому открытие для меня не Саша в этом курсе, а все люди, которые имели ту самую смелость. Они меня вообще восхитили. Все люди, которые сидят в этой комнате. Вот это для меня восхищение. Я всегда искала таких, которые могут принимать решения и могут быть смелыми. Я считала, что в этой смелости жизненность. Вот действительно, и мы как раз-таки разбирали, да, имейте смелость, имейте маленькие выборы. Маленькие выборы делают для вас один огромный выбор вашего потока жизни. А большие выборы сложно делать, будешь искать другие мнения, а маленькие легко, они будут только твои. Тык-тык-тык, очень много маленьких выборов, и вот мы здесь на Бали сидим все вместе, и вот от этого я обалдеваю, и вот это мое самое главное открытие, которое я могу так на руках привезти домой и вот так чувствовать радость от этого. И я прожила здесь удивительные моменты, разумеется. Я не делю начало, середину курса, я просто вошла в него, просто его прожила, и с большим удовольствием и радостью, и на всю жизнь, Саша, спасибо тебе большое. Мне, конечно, столько чувств внутри. Я счастлива вообще, что я увидела это приглашение на этот курс. И что я сюда поехала без ожиданий, правда скажу, потому что просветление как-то, думаю, так, интересно, как это будет, потому что сколько было прочтено до этого, сколько было услышано, и сколько известных людей, и действительно достойных. И я уже считала, что, нет, это все что-то не то, но мне не хочется годами что-то делать, должно быть не так. То есть интуитивно я чувствовала, что должно быть что-то другое. И когда я увидела твои видео, я поняла, вот этот человек, который говорит так, как я думаю, как я чувствую, как мне хочется. И здесь, конечно, я тебе невероятно благодарна за то, что ты даешь почувствовать радость, то, что мне нужно было. Радость сердца прикладными вещами, просто прикладными. То, что можно делать и получать результат. И этот результат буквально последнюю неделю я просыпаюсь с такой радостью, мне так хорошо. Видимо, да, страхи какие-то остались, но мне хочется жить, мне хочется вообще что-то узнавать в этой жизни. Я очень благодарна всем. Сашу не знаю. Да, я очень всем благодарна за то, что... Потому что очень много за этот месяц поднялось. И я очень много увидела и поняла, и осознала. Я очень вас всех люблю. Я очень вас всех люблю, Саша. Тебя я просто обожаю. Спасибо тебе, что ты есть. И что так можно, оказывается, жить. Именно то, что ты даешь, мне кажется, это просто счастье, что ты есть, и что этим можно пользоваться. Я очень тебя люблю. Спасибо. Огромное спасибо. На самом деле даже трудно как-то выразить, потому что сердце настолько переполнено благодарностью, радостью
радостью. И хочу сказать, что я в течение вот всех этих дней этого курса я не переставала тобой восхищаться, что ты даешь, что ты делаешь для мира, для людей. Ну, это прекрасно. Спасибо тебе. И хочу сказать спасибо тоже всем участникам, потому что на самом деле не только Саша, все вы для меня были какой-то частичкой учителя, потому что в каждом человеке я видела что-то, чему мне можно научиться от другого человека. И так вот все как-то все по граням собрались, все люди, которые были здесь, на самом деле все были очень ценны для меня. Спасибо. Ну, в смысле, не были, да, все еще впереди. На самом деле у меня тоже нет чувства завершения, а чувство, что все прекрасно, еще только нас ждет, и все только начинается. И хочу сказать, что, Саша, ты говорил всегда, что вот у нас название курса просветления, ну, это такое с юмором. А я могу сказать, что для меня это было в прямом смысле этого слова просветление, потому что полюбить этот мир, жить радостно, что может быть еще лучше. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Я тоже хочу поблагодарить Сашу, хочу поблагодарить всех участников. Прекрасный опыт. Я очень рада, что приехала сюда в середине жизни, вот так оказаться на перепутье, и вдруг Бог тебе на ладонях преподносит вот такой курс, откуда-то он берется из ниоткуда, и решиться, и все обстоятельства сложились, и приехать. У меня не было никаких ожиданий в плане информации, как бы я думала, ну все видики посмотрела, как бы я уже в курсе и все знаю, и ничего нового здесь уже не будет. А у меня было желание просто вот посидеть в одном поле, подышать, как-то посмотреть с ангелом. У меня вот такое было желание. Но тем не менее, море информации, нужной информации, действительно ответы на многие вопросы. И не могу сказать, что прям все страхи улетучились одномоментно, все равно что-то сохраняется, но какие-то вот наметки на жизнь и вообще новые понятия, как жить, куда идти, как общаться, как к себе относиться. Замечательно. Я тебе очень благодарна. Спасибо тебе. Спасибо. Сашенька, я очень благодарна тебе за то, что просто я встретила тебя в своей жизни. Трудно говорить, потому что на самом деле с каждым уроком все глубже и глубже, не знаю, информация, энергия, все, что как-то проникало в меня, я почувствовала, что было много боли, и мне надоело просто уже мучиться, как-то страдать. Захотелось радостно жить, но почему-то еще вот остаются эти остатки. Я проживаю очень много разных чувств, я перестала просто спать ночами, не знаю почему. Вот. Но могу сказать только одно, что та Саша, которая была раньше, ее уже нет. И я совсем другая стала. Я стала себя узнавать, и это интересно. Любопытство появилось. Вот. Я очень-очень тебе благодарна. Очень всех люблю, каждого человечка, душу. Просто вы такие родные стали. Очень каждого чувствую. Вот. И буду рада общаться, встречаться на Бали, в других странах. Вот. От всего сердца желаю всем самого лучшего роста, развития вот, во всех сферах. И счастья. Спасибо. Радости много. Спасибо. Я однажды забыл, что я Бог. И, конечно, забыл, что ты тоже. Я пытался, но вспомнить не мог, почему мы с тобой так похожи. Я забыл, что не будет суда, и что в принципе суд невозможен, и что путь всех пришедших сюда бесконечен, прекрасен и сложен. И в награду за весь этот вздор я вдруг вспомнил, что я небожитель, и что каждый себе режиссер, и актер, и суфлер, и, конечно же, зритель.